Итак, я рад, что мы все слышим меня. Вчера были люди, которые начали писать о том, что у них начались проблемы, то есть задыхаться, большое сердцебиение, давление поднялось. Это был не один человек, это было несколько человек. Это было спровоцировано тем, что я сказал во время занятий, что я поработал с сердцем, увеличил его сокращение, человек сам себя начал накручивать и так далее. Ну и, конечно, наше сегодняшнее занятие или первый день нашего занятия, третьего дня, утреннее занятие, оно будет посвящено некоторым элементам, которые вообще-то называется одним словом, это состояние психических отклонений или по-другому тревожное расстройство. Как определить тревожное расстройство, что при этом необходимо делать, как помогать психически больному себе, как помогать психически больному кому-то, с чем это связано, как правило, какие симптомы возникают и что это такое с позиции эзотерики. Я думаю, данная информация может быть полезной и очень интересной для всех людей, которые здесь находятся, дабы определить, является ли эта проблема опасной или эта проблема является не опасной, эзотерические мотивы решения данной проблемы, почему спровоцировали наши практики появлению данной проблемы, и сегодня будем это все успокаивать. Что и как проявляется тревожность? Она проявляется в виде или в ряде нескольких симптомов. Давайте я эти симптомы вам прочитаю. Итак, я специально их для себя ночью на телефон выписал. Это учащенное сердцебиение, тахикардия и дыхание для того, чтобы ускорить процессы обмена для эффективной работы в условиях повышенной нагрузки. Вообще любые проявления, те, о которых я буду вам сейчас читать, это есть следствием выделения адреналина. Это всегда выделение адреналина. Что выделяет адреналин? Адреналин выделяется всегда нашими надпочечниками. Наши надпочечники, они реагируют на любую активность нашей гормональной системы. То есть по-другому. Это может быть выделение гормонов. Одним из инициаторов появления гормона адреналина является триггер возбуждения психического, которое обычно вызывает или включает реактивное сознание, которое в дальнейшем должно либо отказаться от визуального, отказаться от действия, либо выполнить действие. То есть реактивное сознание, оно может влиять на то, что человек увидел картинку там какую-либо сексуальную, или картинку раздражающую, или картинку еще какую-то, и один человек может активно поддастся и начать это делать что-то, другой подумать об этом и отказаться, третий не обратить внимания. Это зависит от того, насколько активно работает его ум. Но сейчас не об этом. Итак, выделяется адреналин. Как правило, всегда у людей, у которых есть те симптомы, которые я вам сейчас зачитаю, это люди, которые склонны к тому, чтобы выделялся адреналин. Итак, это симптомы. Тахикардия, то есть внезапно забилось сердце, увеличилось сердцебиение, активным стало дыхание. Появилось поверхностное дыхание, то есть вам начинает казаться, что вы начинаете задыхаться. Также появляется ощущение такое, что вам требуется больше кислорода. На самом деле у вас эта отдышка или задышка, она происходит потому, что у вас наоборот за счет адреналина увеличивается концентрация кислорода в крови. То есть если взять вас и обычного человека, то концентрация кислорода у вас в 1000 раз больше, чем у обычного человека. И ваше задыхаюсь на самом деле не приведет вас к тому, чтобы вы задыхались, потому что уровень кислорода у вас в этот момент повышается до невероятных пределов. Ну, мне можете не верить. Неприятное ощущение в конечностях. Это ощущение, как будто у вас колики. Также начинает пульсировать и болеть в третьей чакре. Это называется спазм нашего блуждающего нерва. Также может появиться рвота в этот момент. То есть человеку кажется, что он вырвет, потеряет сознание. Но, к сожалению, как бы вы ни стремились к тому, чтобы потерять сознание и вырвать, у вас ничего этого не произойдет. Это все надуманные моменты. И, конечно же, сейчас об этом расскажу. Очень часто у таких людей появляется спазм шейных артерий, появляется сильнейшая головная боль. Такой человек говорит: уберите головную боль. На самом деле это тревожное состояние.
Такие люди жалуются на ком в горле. Прямо сейчас вспоминаю, женщина одна вчера писала: у меня ком в горле, у меня шея спазм, я начинаю задыхаться. Андрей, что это такое? А Андрей Андреевич отвечает: если вы готовы это услышать, у вас адреналин зашкаливает и у вас паническая атака, вызванная тревожным расстройством. Вы просто болеете психическим заболеванием. И вы психически нездоровый человек. Никаких претензий, мы все психически нездоровые, тем не менее. Ком в горле, ощущение, будто не можете проглотить, икота появляется, онемение языка, отека языка, першение и так далее. Появляется жажда, сухость во рту, человеку кажется, что прямо все время хочется пить, нет слюны, кашлять хочется, покашливание появляется, раздражительность. Человек бесконечно быстро выходит из себя. Это говорит о том, что активировался реактивный ум. Головокружение происходит, деперсонализация, дореализация. Что это такое? Появляется нереальность, то есть весь мир потемнел, перед глазами пелена. Хочется открыть, в помещении холодно, хочется открыть все форточки. Появляется потливость, руки становятся влажными, мокрыми, жарко становится, температура повышается до 37,5 градусов. Человек начинает реагировать на сигнализацию, на шорох, его раздражает телевизор. Во время того, когда читает книжку, ничего не может понять, засыпает. И так далее. Почему это происходит? Стрессовые события, генетика. А теперь, что же это на самом деле и чем это все, согласно эзотерике, убирается? И почему вчера произошли вот такие моменты? Человек устроен по принципу продолжения. Послушайте это внимательно, я сейчас дам на все ответ. Давайте начнем с таблеток. Если вы не можете с этим справиться, то я выписал для вас курс препаратов, который 100% сможет вам помочь. 100% сможет вам быть полезным и помочь. Это определенные препараты. Их очень несложно купить. Сейчас я открою. Это препарат пароксин в дозировке 20 мг. Афобазол в дозировке 10 мг. Принимать по одной таблетке 2 раза в день. Афобазол и пароксин. Афобазол и пароксин. К психиатру не нужно идти. Сейчас я расскажу, что делать. И вот эти все моменты, они полностью исчезнут. Сейчас вы все поймете. Вот эти состояния, вот эти 2 препарата. Это препараты альфа-адреноблокаторы, которые мгновенно устраняют действие адреналина на человека. А теперь, почему адреналин возникает и что это такое? Откуда это берется, с чем это связано, что, собственно говоря, это такое? Смотрите, повышенная тромботизация сосудов. Ставите тире, пишите адреналин высокий. Приступы, ком в горле, кашель резкий, также там стрессы, не можете не раздражаться, кто-то ест неправильно. Это все у вас стрессовое состояние, которое может перерасти в тревожное состояние, которое может перерасти в дальнейшем в тяжелые заболевания, маниакально-депрессивный психоз, в психозы и даже в более сложные заболевания, там делиризацию, делирий и так далее. То есть эти все вот состояния, которые возникают у вас, они, как правило, связаны с вашими тревожными компонентами, вызванные выделением адреналина. Что в нашем организме контролирует адреналин и что контролирует этот адреналин? Почему осенью и весной появляется адреналина больше, чем в любое другое время? И для того, чтобы объяснить это, я вам сейчас буду говорить об эзотерике и о торможении. Наша жизнь, она связана с 2 качествами. Это наша энергетическая задача, которую мы ставим себе на протяжении жизни, а также ставят наши родственники, которые жили у нас в роду. То есть, если рассмотреть человеческую жизнь, то люди, которые умерли внезапно, умерли от онкологии,
убили этих людей. То есть в вашем роду были вот такие люди. Данные люди, они не дожили. И их энергетическая структура влияет в дальнейшем на вас. Зачем она и что она хочет? Она влияет на вас, чтобы у вас был эффект и желание размножения. Чтобы у вас была реакция как можно больше оплодотворить женщин, если вы мужчина, как можно больше с кем-то переспать, если вы женщина, потому что в вас появляется тот элемент, который называется продление рода. И этот элемент, он отягощается тем, что в вашей семье были люди, которые внезапно умерли от насильственной смерти и так далее. Сегодня я это все поубираю и сниму, и вас отпустит, вот прям 100% вам говорю. На энергетическом плане это проявляется в виде того, что вот в том между ступней, появляющийся белым светом, появляется яркий белый свет, который появляется вокруг человека. Когда этот яркий белый свет появляется вокруг человека, то у человека появляется молодость, у него появляется стимул продолжить род свой. То есть вчера, когда я сказал, мы должны стать моложе, я еще и подразумевал, что у вас появится стимул какой? Сексом заниматься, спортом заниматься, быть более активным человеком. А вы уже готовы на отмирание, то есть вы уже готовы лежать, ничего не делать, думать о Боге и так далее. В общем, конец. Вам уже секаса не надо, и вам уже дети не надо, и вам уже ничего не надо. Вам надо теплая грелка, тихая музыка, тихий русский сериал про любовь со слезами. И так, чтобы вас никто не шевелил между приемом пищи. Там, просидеть на одном стульчике, там, пролежать на одном боку и так далее. И это для вас главное, чтобы вас никто не трогал. Вы свою миссию завершили и так далее. Но это конец миссии, она рано или поздно приведет к полному остановке жизни. То есть нет задач, нет целей. Единственная цель теперь духовное развитие, которое вообще непонятно что и к чему это приведет, тоже непонятно. Но вы думаете, что к чему-то приведет, на самом деле это всего лишь такой образ мышления. Просто он у вас будет как уроборос вечно гоняться за своим хвостом, понимая где-то, что вы что-то понимаете, где-то будете понимать, что вы в чем-то ошибались, и это и называется духовное развитие. Вечное кружение за своим хвостом в надежде его укусить, так никогда и не догоняя его. Вечное движение по кругу уробороса. Тем не менее, вернемся все-таки к теме. Когда у человека зарождается желание жить, то у него появляются те симптомы, которые возникают у детей. Это симптомы тревожности, как мы их воспринимаем в спокойном образе жизни. Но на самом деле это никакая не тревожность. Это желание жизни, желание оплодотворять, желание создавать, желание открывать, желание петь и танцевать. Это молодость. Ничего из песни слов не выбросить, но это все выделяет адреналин. Вчера, когда вам немножечко молодости подкрутил, то у вас начались выделения адреналина и начались панические атаки и состояние тревожности. Вокруг человека же находится мир, это будущее, и будущее должно что-то давать. Именно поэтому, чем человек сильнее чего-либо хочет в своей жизни, я хочу новую квартиру, адреналин выделяется, я хочу новую машину, адреналин, я хочу быть молодой, адреналин, я хочу, адреналин. Говорите, я хочу для детей, ставьте, пишите адреналин. Я хочу быть счастливой, ставьте адреналин. Я хочу, чтобы в мире не было войны, ставите адреналин. Адреналин заставляет человека шевелиться. И адреналин он должен выделять. Перед тем, как выделится адреналин, должна произойти вспышка, либо и разрядка в виде сексуальной разрядки, либо психоэмоциональной разрядки. И человек должен шевелиться. Что не дает ему шевелиться? И здесь есть два элемента. Человек хочет, но у него не происходит реализация. Почему у него не происходит реализация? Потому что если хотят половые органы, если хотят надпочечники, то реализация происходит через щитовидную и паращитовидную железу. Чем сильнее девочка хочет, тем больше у нее появляется гипофункции щитовидной железы. Самое важное для мага, который работает активно с людьми, это знание того, как купировать и подавлять адреналин. Чем подавляется адреналин?
Адреналин, помните, я говорил, что если у человека адреналин, то человек становится адреналиновым, нервным. А если человек хочет, чтобы у него адреналин купировался, его купируют два гормона. В нашем организме это йод и кальций D3. Йод и кальций D3. У вас есть раздражительность, тревожное расстройство, комок в горле, нервные состояния. На фоне приема, чего я там говорил? На фоне приема пароксетина, на фоне приема, можно сироквеля, необходимо начать принимать в большой дозировке кальций D3, также препарат цитрат кальция и препарат йода. Слава богу, йод продается в таком виде: калия йодид, йодомарин. Принимайте йодомарин каждый день по одной таблетке 3 раза в день. Для мужчин. Только увидели какую-то там голую, только увидели там какую-то часть тела полуголого, и у вас сразу же реактивное желание возникает. Не хватает йода. На ночь хотите кушать, не хватает йода. Не можете никак остановиться, только подумали о еде, уже слюни вытекают. Кальция не хватает, D3, йода не хватает и кальция цитрата не хватает, или карбоната кальция. Таким образом, вы должны знать, что прямо, если хотите быть спокойными, человек говорит: ой, я хочу, чтобы скоро у меня была новая квартира. А потом у него раздражительность на весь мир. Ой, я ненавижу, я не люблю, бесят и так далее. Вам нужен йод. И вам нужен витамин D3, и вам нужен кальций, потому что кальций без витамина D3 не формируется. Человек говорит: Андрей Андреевич, а как заменить йод? Хотите заменить йод? Есть хороший способ. Берете 100 граммов морской капусты, ложите в блендер, взбиваете это все и добавляете туда йогурт или творожок. Или йогурт и творожок вместе. И после этого ложкой эти 100 граммов, получится 150 граммов, съедаете. Я это могу делать через, выпить коктейль. Потому что вот в морской капусте самое большое количество йода. 100 граммов полностью удовлетворяет дозировку человека. Можно вместо 100 граммов 50 граммов. Как долго принимать? Если у вас уже сейчас тревожное расстройство, и вы не хотите, чтобы в течение года всего у вас не было этого тревожного расстройства, но вы хотите при этом быть молодой, а не старой теткой, и хотите, чтобы ваши желания у вас исполнялись, то делайте так: берете 100 граммов или 50 граммов морской капусты, сделали в блендере жидкость, добавили туда какую-нибудь жидкость, чтобы можно было выпить это все, и залпом это выпиваете. Второй вариант: я, допустим, морскую капусту пить не буду. Почему? Не могу себя заставить. Но я могу выпить препарат йодомарин, йодид калия. И препарат йодид калия вместе с витамином D3 в дозировке 1000 миллиграммов. И обязательно с этим препаратом препарат цитрат кальция или препарат любой цитратной формы, который можно приобрести в аптеке. Ой, выключился. Кроме глюконата, потому что глюконат у нас почему-то не усваивается. Если вы будете принимать, если у вас сейчас тревожное расстройство, то вместе с пароксетином начните принимать йодомарин и начните принимать D3 и принимать кальций. Уже до конца этого семинара у вас вот этих состояний не возникнет. Почему они возникли и как с ними бороться? Когда у вас возникает это состояние, то у вас появляется ощущение, первое ощущение: я задыхаюсь, ком в горле, высокое давление, я сейчас умру. Это тупик, вы пришли к тупику. О чем же нужно делать? Думайте дальше. Я умру, кто меня похоронит? Может, я завоняюсь? Все, вы уже барьер этот перешли. Я умру, кто будет смотреть за моими детьми? Я умру, моя мама будет горевать. А если она будет горевать, то тоже начнет себя плохо чувствовать. Я умру, а как же имущество? Кому я его передам? Ну и так далее. То есть вот таким образом продолжайте. Я умру и завоняюсь. Вот так. То есть не останавливайтесь на том, что вы умрете. У меня остановится сердце. Хорошо, остановится сердце, отяжелеют руки, вы задохнетесь, упадете. После этого что? А дальше вас найдут соседи, перевезут в морг, потом закопают. Кому достанется квартира? Квартира достанется. Или а кто же будет оплачивать? Оплачивать будет она. Главное не останавливаться на точке, что я умру. А то я умру, я умру, я умру. А дальше? Так вот, это называется когнитивным равновесием. Вы упираетесь в умру, 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 у меня руку отнимет. Руку отнимет, кто будет за вами смотреть. Думайте не о том, как руку отнимет, а о том,
как или кто будет за вами смотреть? Вот, а у меня руку отнимет, хорошо, дальше что? Отнимет руку, и я не смогу этой рукой есть, хорошо, дальше что? Не смогу есть, не смогу поднимать, и не буду никому нужна, хорошо, кому не нужна? Я не буду нужна детям, а сейчас нужна, не нужна? Ну, ты уже и так не нужна. Никто, я не смогу устроиться на работу, хорошо. Как же ты будешь жить? Я буду жить на то, что я буду побираться. Отлично, где будешь побираться? Буду побираться, просить у знакомых, чтобы они там как-то помогли на улице песни петь. Но вот так продолжайте, не останавливайтесь на том, что рука отнимется. Вот если вы уже решили, что она отнимется, то после этого скажите: она у меня отнимется, потому что будет инсульт, или я буду парализована. Хорошо, ты будешь парализована, будешь лежать. Кто будет тебе помогать? Не знаю, придумай, кто будет. Соседи будут помогать. Буду там, какая-нибудь служба будет помогать. Начнут меня выселять, выселят. Куда ты поедешь? Повезут меня дети там. Буду лежать, буду умирать. Отлично, когда умрешь, кто будет хоронить? То есть вот таким образом, это единственный способ, который даст вам решение. Потому что если вы свое сознание упираете, рука отнимется, там, голова заболит и так далее, то это не решение. А когда вы дальше пойдете, вы поймете, что это глупо. Я хочу вам сказать, что если у вас ощущение ком в горле, давление, температура, знайте, это самое простое заболевание. От психических заболеваний не умирают, кроме как от шизофрении. Если вы не суицидальник, то вы не умрете. Я это вам гарантирую как человек, давно в своей жизни занимающийся психиатрией. Прям давно. Я понимаю, о чем вы говорите, понимаю, как это устроено. Вчера, когда нужно было запустить молодость, я шел на это, я понимал, что у нас все психи начнут дуреть. И началось с 10 часов, срочно Дуйко позовите. На кой вам Дуйко? Психиатр вам нужен. Психиатр. И не таблетки от давления, а таблетки от адреналина высокого. Купите эти таблетки, которые будут снижать адреналин, и пейте их. Альфа-адреноблокаторы и бета-адреноблокаторы. Пароксетин, пироксетин. Какие там еще есть у нас? Ну, это те, которые можно приобрести без рецепта. Любые успокаивающие вещества. А также начните уже, будьте добры, принимать все-таки йодомарин, кальций D3, они все в свободной продаже продаются. Не смотрите фильмы, где вас там что-то раздражает, думайте о будущем, начинайте, как только приступ начинается, делайте выдохи длинные, а вдохи короткие. Вы ходите на улицу, когда вам очень холодно или очень жарко, и смотрите и проговариваете, что вы видите. Я вижу дерево, я вижу людей, я вижу еще что-то в голове, я умру, я умру. Ну умрете, похоронят. Снова говорите, я вижу машину, я вижу солнце заходит, вот что делайте. Это продолжит вашу идею. А так вы упираетесь в эту идею, у вас появляется тупик. Далее. Вчера создал условия, при котором изменится жизнь внешняя. И я сделал так, что а у вас же там много желаний. И эти желания должны, желания ваших предков, они должны реализоваться через вас. И у вас пошло свечение снизу, и я уже вечером, когда выключил, взялся за голову и думаю, зачем оно мне нужно? Зачем мне нужно, чтобы вы, старые бабулечки, будучи молодыми, но уже старыми внутри, будучи молодыми и внешне молодыми, но такие уже там сгнившие в середине. Зачем вам мечты? Вам надо теплая грелка. Мне надо как Кашпировский. Все тепло, все хорошо, успокойтесь, вздохните, почешитесь, съешьте конфетку. Знаете, как легко вас вылечить? Каждый день ешьте все, что хотите, только алкоголь не пейте. Спите по 6 часов днем. На наших занятиях по 2 часа гипноза со сном. Все. И вы успокоитесь, придете в нормальное состояние, поправитесь на 6 килограмм во время этого всего. И после этого нормально скажете, о, Дуйко какой молодец. Но Дуйко полез вас омолаживать. Я говорил, что никогда этого не делал. Вот скорее всего и делать больше не буду. А оно мне надо. Вообще, зачем оно мне надо? Слушайте, ужас.
Тут родина в опасности, знаете, а я пошел с молодостью этой. Зачем оно мне надо? Конечно, сделал сам себе глупости. Сегодня вот уж повылазило, придется это все закручивать и проводить обряды с преподношениями и говорить, что мы эту миссию, вы свою миссию выполнили, мы свою миссию выполнили, а все остальное наши дети выполнят и так далее. То есть будем сегодня вот эти обряды проводить, будем закрывать снова вот эту дырочку, которая делает вас молодыми, чтобы вы были как всегда. Так, капец. Стали встревоженными йода, йода-актив, йода-марин, морская капуста, но обязательно с витамином D3. По-другому, ну никак. Начнете сегодня, вообще вот самый простой способ с сегодняшнего дня перестать чувствовать панические атаки, это пароксетин, 1 таблетка 2 раза в день, йода-марин или йод-актив, 1 таблетка 2 раза в день. 50 граммов морской капусты. Кстати, на каждом следующем марафоне вы будете есть у меня по 100 граммов морской капусты 2 раза в день. Запасайтесь. А также будете обязательно, будет у нас голод с рисом, морской капустой и кальцием. То есть это творог, 100 грамм творога, 100 граммов морской капусты. Как хотите. У вас панические атаки, по ночам не спите, 200 грамм морской капусты, 200 граммов творога. Полкилограмма огурцов, потому что огурцы помогут быстрее усвоить. И 4 таблетки D3. Все, решение есть, вот оно. Хотите, чтобы это было, делайте. Начните есть творог в большом количестве, начните принимать витамин D3, начните принимать йод, содержащие продукты в виде морской капусты уже через 1 день. Никаких панических атак даже осенью и даже весной не будет. Обычно у людей, которые много всего желают, ставят большие цели, имеют желание, имея при этом отягченную карму, умерли насильственной смерти родные, умер кто-то от онкологического заболевания, у человека появляется сексуальная активность, появляется желание и начинает барахлить щитовидка, ей не хватает йода. Ей не хватает йода, ей не хватает витамина D3 для паращитовидной железы, и ей не хватает кальция этому человеку. Поэтому и сердце колотится, кальция нет. Оно должно сокращаться, а там нет кальция, нечем сокращаться. Потому что кальций приводит к сокращению. При этом человек думает, вот нужно там сексуальную активность увеличивать, тогда меня отпустит. Не отпустит. Потому что это все адреналин. 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 Надо адреналин. Люди спрашивают, Андрей Андреевич, тромбоз как лечить? Кальций, йод. Панические атаки, депрессивные эпизоды. Кальций, йод. Так что все кальций, йод, согласно эзотерике. Если эзотерик занимается эзотерикой, он мечтает, мечтает. Программы ставит, ставит. Читает какие-то коды. Вот смотрите, когда вы читаете коды, у вас кальций, йод и магний исчезают. Поэтому человеку, который занимается, как я, эзотерикой, необходимо высокое количество приема йода, кальция. Если вы замерзаете при этом, то еще и калия. Хорошо, что препарат есть, йодомарин, там в нем есть калий и йодид. Мы сейчас тоже будем выпускать отдельно калий и йодид, будет у нас называться йод. Йод и Д будет еще одно, йод ДД. По поводу чего там пить, перекись и остальное. Скажите мне, давайте договоримся. С сегодняшнего дня вы перекись не пьете вообще. Не нужна она вам. Те, кто не дышит, перекись водорода не нужна. Поэтому отменяем. Второе. По поводу того, что там
нашатырный спирт. Нашатырный спирт пусть пьют те, у кого повышается температура. Если у вас температура повышенная или повышается, пейте нашатырный спирт. Если она у вас пониженная, не пейте. Нашатырный спирт убирает кислотность крови высокую. Если у человека сниженная температура тела, то у него кислотность пониженная. Если повышенная, то кислотность повышенная. Поэтому в случае, если у вас низкая температура тела, то вам не нужно принимать нашатыр. В случае, если у вас высокая, можете принимать. Как снизить температуру человеку, который очень сильно температурит? Можно 10 капель нашатыря на стакан воды выпить, после этого через 5 минут температура снизится. Очень часто температура повышается во время того, когда печень увеличенная и так далее. Как только выпивает человек, температура снижается. Далее, когда у вас появляются панические атаки, что нужно делать? Делайте выдох длиннее, а вдох короче. Почему? Когда человек делает длинный выдох, у него происходит выделение углекислого газа и кислород усваивается. Потому что в момент того, когда у человека появляется задышка и паническая атака, ему нечем дышать, ком в горле, то это говорит о том, что у него очень увеличился кислород в крови. Для чего? Чтобы этот кислород начал усваиваться. Высокое содержание кислорода помогает человеку подавить адреналин в теле. Именно поэтому человек, который начинает задыхаться, у него паническая атака, тахикардия, то он должен делать длинные выдохи, короткие вдохи. Проснулись ночью, не можете спать. Что вам нужно? Огурцы, творог, морская капуста. У вас на протяжении дня ком в горле. Что вам нужно? Творог, морская капуста, кальций D3. И огурцы. Огурцы тут при чем? Есть тайна в огурцах. Какая же это тайна, Андрей Андреевич? Если есть огурцы, то увеличивается усвоение и кальция, и йода. И кальция, и йода. Но огурцы надо есть обязательно с творогом. Тогда ваши кости будут сильными и крепкими. Это вы тут пишете. Программа молодости нравится. Отлично. Да ничего я не буду менять. Это я не запугиваю, это я просто так в раж вошел. Все в порядке. У меня бывает заскок. Я не болею депрессиями и тревожностями. Я не знаю, что такое. Я болею маниакальными состояниями. Мне если что-то накрывает, что мне нужно сделать, я не могу остановиться. Я могу думать, чтобы вы понимали, по 5-6 лет. Вот это у меня заскоки, вы представляете? То есть, если есть люди маниакально озабоченные, это я. Моя мама говорила, да что ж ты за человек, если в голову что-то западет, так долго об этом думаешь. Я думаю иногда о чем-то по 5-6 лет. Вот в этом году, там у меня был вот этот семинар, был семинар про построение слогимагов. Вот я его вынашивал там 7-8 лет, представляете, по чуть-чуть думал об этом, по чуть-чуть там. Вот сейчас есть семинары, которые еще не опубликовал, я об этом еще думаю. То есть вот это все у меня постоянно там шевелится. При этом какие-то идеи, там я хочу запустить линейку с запахами, то есть разные парфюмированные там эти штуки. И вот оно как одержимость у меня, я плавно всех давлю, плавно постоянно этим озабочен. Плавно вот я могу ночью лечь и там отвлечься, книжку почитать, заснуть. Потому что если не отвлечься, то я могу об этом думать бесконечно. Секс и так далее. Да, это слишком просто. Для такого человека, как я, это прям слишком просто. Для меня даже в молодости это было просто. То есть не было таких вот омрачений, озабоченности и так далее. А во взрослом возрасте, нет, мне это уже не нравится. То есть у меня там другие женщины и так далее. Нет, вообще нет. Почему? Меня вдохновляют другие задачи. А вот те, которые вдохновляют, они меня могут вдохновлять сильно и долго. То есть это мега задачи, они меня мега вдохновляют, мне хочется жить, это мега программы. Потом щитовидка, ей не хватает, и кальция не хватает, все нормально. Вот моя жена очень много думает о том, как она что-то создаст. Я ей говорю, пей D3, ешь кальций, кушай обязательно йод. Вот сейчас приедет, начну ее йодом кормить.
есть заскоки. Теперь вы знаете, если есть заскоки, хотите, я хочу замуж. А где ваш кальций и витамин D3? И где же ваш йод? Хотите, почему у меня не получается ничего? Йода не хватает. Йода не хватает. Я полная, йода не хватает. Почему я не могу, почему у всех квартиры есть, а у меня нет? Почему, говоришь, йода не хватает? Морскую капусту ешь. Можно помочь шизофрении, голоса в голове перешептываются и так далее. Йода не хватает, кальция D3 не хватает и не хватает кальция. Начните это все ей давать, если сможете это в нее запхнуть. 1, 1,5, 2 месяца и будет другим человеком. Вот обещаю. Делал такую систему. Обратился человек, Виктор и Лена. На протяжении 10 лет пробовали лечить его всеми препаратами. Лежал там 7-8 раз в психиатрической клинике и так далее. После чего говорю ему, давайте сделаем исследование щитовидной железы, которое показало, что у него щитовидная железа имеет гипофункцию. При этом сам иммунитет антипероксидаза, аутопероксидаза увеличено там в десятки раз. То есть это говорит об аутоиммунном тиреодите, в ходе которого аутоиммунная система работает со всей силы, то есть машина разогналась, а йода не хватает, то есть не хватает бензина. То есть мозги разогнались, желания разогнались, адреналин зашкаливает, а бензина нет. И поэтому у него вспотевание, утренние приступы тревожности, тремор, дрожание, в горле там пересыхает и так далее. И он говорит, Андрей Андреевич, что же делать? Я говорю, Виктор, вам надо йод содержащие продукты. Он говорит, я не могу морскую капусту, у меня на йод аллергия и так далее. После этого сделали для него фукус препарат такой, начали давать ему фукус, он брал столовую ложку фукуса, это синяя водоросль такая, растворял ее, не растворял, а смешивал с теплым молоком и 4 раза в день пил. Очень есть хорошее средство, называется яичный порошок. Берете обычное яйцо, разбиваете, отделяете его, вернее взбалтываете его и перебалтываете. Потом берете его на противень, кладете бумагу, после этого на нее эти яйца высыпаете, ставите духовку с приоткрытой дверцей так, чтобы этот яичный порошок у вас, вернее это яйцо, высыхало. Данное яйцо на бумаге высыхает. Вы его сошкрябываете, и получается у вас самый настоящий яичный порошок. Перетираете его, этот яичный порошок. 1 столовая ложка 3 раза в день. Вот в этом яичном порошке находится и кальций D3, и кальций, и йод в большом количестве. 3 столовые ложки в день можно с молоком, без молока, можно детям. Будете давать детям, будут спокойные. Будете давать шизофреникам, вылечиться и так далее. Дальше сухое молоко. Можно взять сухое молоко напополам с яичным сушеным порошком. Добавить туда порошок из морской капусты и делаете коктейль дома, взяли там йогурт или взяли молоко, добавили туда 3 столовые ложки вот этой смеси, взболтали, добавили мед или соль, как вы там любите, и выпили. Дали своим детям. Дети вырастут здоровые, красивые, спокойные, как отраженная луна от поверхности воды. Или бамбук. Такие же ровные, красивые и большие, как мой Славон. Зоя Тюбка, очень плохо себя чувствую, но очень спала плохо, но чувствую хорошо. Вы чувствуете, вы спите плохо, потому что у вас мега задачи, мега обиды, мега цели. И надо реализовать их. У вас получается все время долбает вас адреналин, ничего не можете сделать. Так долбает, что спать невозможно. Как же с адреналином, если вот так колбасит, спать можно? Приходят женщины, я не сплю. Конечно, в тебе адреналина сколько. А что делает адреналин? Адреналин повышает свертываемость крови. А если адреналин повышает свертываемость крови, что будет? Тромбозы будут, варикозы будут, кровь густая будет. Человек говорит, да у меня густая кровь, что мне аспирин пить?
Нет, не аспирин, а что? Кальций, магний, йод и калий. И цинк еще. Я забыл сказать. Отеки сегодня должны были пойти. Не переживайте, с сегодняшнего дня. Вчера я произвел вот это выворачивание, а сегодня уже все будет. У кого сегодня отек, в течение дня ничего не едите. Вообще ничего не едите, воду не пьете. Один день так, как будто вы на необитаемом острове. Только вечером можно будет 1-2 стакана воды выпить и не есть уже. То есть есть отеки, ничего не едите, не пьете. Из медицинских препаратов сегодня можно витамин С. При рассеянном склерозе то же самое. Йод, содержащие препараты. Да, при рассеянном склерозе, при боковом амиотрофическом склерозе и так далее. Все это одно и то же. Магний нужно лечить. А обычный йод можно, вчера говорил, по каплям пить вот так. Но лучше всего все-таки принимать его в виде морской капусты, кальмаров, сушеного яичного порошка, трески, там, молоко сухое можно, воблу, горбушу, камбалу, кету, лосось, тунец, скумбрия, сельдь, желток куриного яйца, ставрида, угорь. Сырые куры. Сколько нужно куриных яиц выпить, чтобы восполнить йод? 10. Прикиньте, 10. А вы же не сможете выпить 10. А сколько нужно морской капусты? 50 граммов. 50 граммов морской капусты это 150 миллиграммов йода. 150 миллиграммов йода человек должен получать ежедневно. Если у него гипофункция или очень слабый иммунитет, если человек болеет аутоиммунными заболеваниями, сахарный диабет 1-2 типа, заболевания Коновалова-Вилсона, заболевания надпочечников, там какие-нибудь там синдромы Шагрена и так далее. То есть вот эти все процессы, там аутоиммунный тиреоидит. И в этих всех случаях человек должен съедать 100 граммов морской капусты. 100 граммов морской капусты или 100 граммов кальмаров. Но с кальмарами не все так легко. Дело в том, что от кальмаров, как ни странно, женщины поправляются. Дело в том, что кальмары очень активно влияют на выделение прогестерона. А прогестерон, от него женщины поправляются. И он необходим. Вот смотрите, женщины говорят, у меня прирастает эндометрий, потом появляются там проблемы эндометриоз и так далее. Что мне делать? А это у вас появляется, потому что вы начали худеть, ограничивать себя в питании. И прогестерон перестал выделяться. И что нужно такой женщине посоветовать? Каждый день 100 граммов кальмара. Начните есть каждый день 100 граммов кальмара на протяжении 2-3 месяцев. У вас начнет вновь образовываться правильно эндометрий и будет нормально выходить, не будет болезненных месячных, не будет ничего. Женщина говорит, очень болезненные месячные. Не надо худеть, не надо так переживать. А что же делать? Кальмары ешь, морскую капусту. Можно брать таблетку там какую-нибудь, какие таблетки есть там, лирика, да, в которой находится прогестерон, отламывать часть таблетки и ставить вагинально себе, если есть там проблемы эндометрия. Попадет прогестерон вагинально, проникнет через шейку матки в матку и будет в матке создавать условия, при котором больше не будет эндометриоз формироваться. Передозировка от йода бывает. Передозировка от йода — высокая температура. В случае, если передозируете йод, то будет высокая температура. Вообще, как определить? Выпиваете йод содержащие продукты, появляется настроение, успокаивается тело, ощущение, будто все тело нагрелось. Многие писали, Андрей Андреевич, у меня ощущение, будто все тело холодное, все время замерзаю. Ставите тире, пишите, не хватает йода. Не хватает йода. Задыхаюсь, как будто не хватает. Ночью спать не могу, сердце колотится. Ставите тире, пишите, не хватает кальция и витамина D3. Пожалуйста, а как правильно маслом пользоваться? Сколько полоскать по времени и потом как? Набрали чуть-чуть масла, вот так перед зубами
между зубами потерли, выплюнули. Что это такое? У нас здесь находятся слюнные железы, они закупориваются при заболеваниях герпеса. И для того, чтобы один из способов убрать герпес, это убрать его со слюнных желез. Если здесь слюнные железы инфицированы герпетическими заболеваниями, называется герпес слюнных желез, оно никак не проявляется, просто слюни не выделяются. Появляются пробки гланды, появляется увеличение лимфоузлов и так далее. Что нужно убирать? Нужно полоскать маслом, слюни начинают выделяться, лизоцим формируется, убирает проблемы гастритов, попадает в желудок, устраняет герпетические заболевания, постоянная инфекция в виде стафилококка и герпеса не возникает и не накапливается в слюнной железе, человек начинает себя лучше чувствовать. Исчезает гайморит. Ну вот вам и сколько полоскать. Во-первых, нужно полоскать маслом хорошим, горьким, льняным или там из мелких семечек. Вот у нас продается в нашей компании масла. Рыжик есть такое масло, оно вонючее, прямо такое там ужас. Вот им хорошо полоскать, льняным маслом, оливковым маслом нерафинированным, горькими сортами, горькие должны быть. Горькие масла вымывают вообще все и растворяют. Камни, с зубов камни поубирают, вообще это великолепное средство. Но здесь вот есть такие истории, там полоскайте по 10 минут. Нет, это не то. Полоскать по 10 минут это не то. Это полоскают по 10 минут, это при лечении десен, при сахарном диабете второго типа, при тяжелых гингивитах. Это не то. А я говорю, что просто пополоскали, выплюнули, взяли, пополоскали, выплюнули. Вот так, раз, два, три, тьфу. Взяли, раз, два, три, тьфу. Почему? Это мы вымываем, получается, этим маслом дырочки, которые забиты кальцием и которые находятся, которые распухают и через которые выделяется слюна. На небе находятся такие слюнные железы. С боковой части слюнных желез, с боковой части ротовой полости, в верхней части, в нижней части, подъязычные. И они обычно забиваются, эти протоки. И вот эти протоки, если их открыть, то исчезают. Гайморит, улучшается общее состояние, лицо даже моложе становится. Вот. Что делать, если на щитовидной железы 2 узла, может 3 узла? Что делать, чтобы прошли? Смотрите, узлы формируются так. Иммунитет фигачит, машина разогналась, а бензина нет. Чего не хватает? Йоду. У вас узлы, пишите тире, йоду, кальцию, D3 не хватает. Я уверен, что у вас еще и панические атаки, и тревожности, и муж раздраженный и так далее. И секса не хватает, и денег не хватает, и отношений не хватает, и все друг на друга бесятся и так далее. Морская капуста в сушеном виде 50 грамм? Да, 50 грамм, да, так много. 50 грамм насыпали, добавили в йогурт, размешали. Почему йогурт? Йогурт отличается от молока. И почему я сказал в йогурт добавлять соду? Дело в том, что если добавить соду в йогурт, то там появляется углекислота, которая связана с брожением и активностью вот этих микробактерий. Они называются ацидобактерии и имеют название, по-моему, есть цистосония, крептосония. И вот эти бактерии, которые образовываются, это как стволовые бактерии кисломолочных продуктов, которые полностью заменяют наши бактерии, которые у нас в кишечнике находятся. Поэтому если щепотку соды бросить в настоящий йогурт, то появляется ощущение как минералка, как пузырьки там. Вот если это выпивать, и эти пузырьки, они рассеиваются по кишечнику, мгновенно восстанавливая кишечник. Убирает у нас запоры, диареи, убирает у нас там сахарный диабет второго типа, человек худеет и так далее. Проверено, великолепное средство для омоложения. Скажите, пожалуйста, какие масла надо попить для улучшения эндометрия матки, для поддержания в здоровом состоянии эндометрия? Нет, при чем тут масла? Я же сказал, йод, содержащие продукты нужно попринимать.
Не масла, кальций нужно попить. Нужно попить йодомарин, вот что нужно. Оставить вагинально нужно мою мазь, которая называется мазью, она называется у меня эндометрикс. Эндометрикс. Убирает опухоли, убирает проблемы эндометрия. Великолепное средство. Также, если нет месячных, препарат дисминора. Длительная низкая температура 35. Не хватает йода? Да, не хватает йода. Вам не хватает йода. Это говорит о дисфункции мочеполовой системы, о дисфункции надпочечника, от специальной худобе и так далее. Снизить температуру, добавляем аммиак и пьем. Повысить температуру, добавляем йод и пьем. Я надеюсь, то, что я рассказал, вам было полезно. Ну, я рад. Начнем работать. Искренние извинения психически нездоровым людям. Теперь вы знаете, каким образом можно себе помогать, друзья мои. Знайте также, я на вас не обижаюсь. И, конечно, мне просто жалко Светлану, которая мне до утра не говорила. Вчера сказала мне вечером, что женщина ей плохо, и сразу сказал, что это у человека состояние тревожности. Оно обусловлено тем, что у нас это произошло. И в случае, если легче ей не станет до утра, то тогда мы ей вернем деньги и отправим ее, в общем-то, пусть она дальше лечится и занимается собой в обычном там режиме своей жизни. В случае, если вы готовы все-таки, чтобы я это у вас убрал, давайте дождемся последнего дня, не будем меня беспокоить по ночам и писать: давай, Дуйко, меня спасай. Спасти вас от состояния тревожности никому не в силах в тот момент, когда у вас припадок. Разве только что, я не знаю, откачивать из вас углекислоту в этот момент, я не знаю, как это можно делать. Я думаю, что можно все-таки делать. Каким образом? Горячий душ. При панической атаке человеку показателен горячий душ. Почему? Или горячая ванна. Если человек сидит в горячей ванне, то он выдыхает больше углекислого газа, и кислород усваивается. В случае, если холодный душ, то наоборот. Кальций, магний D3 и жемчужный кальций подойдут? Да. Можно ли исключить молоко-молочные продукты при эстрогенозависимой опухоли? Эстрогенозависимой опухоли? Да, можно, да. Очень высокий гемоглобин. Смотрите, высокий гемоглобин, проблемы вот здесь. Высокие лимфоциты, проблемы вот здесь. Смотрите, высокий гемоглобин, это значит проблема легких и сердца. Чем надо восстанавливать? Для сердца комплекс амин, для легких комплекс демилон и туберсол. Тогда гемоглобин снизится. Высокие отеки у вас, тогда нужно в холоде и в голоде держать кишечник. Вот смотрите, сильно отекаете, вам нужно в холоде и в голоде держать кишечник. Сильно отекаете по почечной недостаточности, что нужно? Холод, голод и спокойствие. Больные почки – это больная психика, а больная психика – проблемы щитовидки. Если больная психика, то нужно пассивные медитации, смотреть в одну точку, максимально себя успокаивать. Также человеку необходимо в этот момент, если больные почки, человеку необходимо холодное обливание, продукты питания с ярко выраженным запахом, дальше увеличивать наличие дофамина, делать специфические упражнения с произношением слова «ах». Вот так вот. Тогда и камни из почек выходят. Простые средства по убиранию камней из почек и камней из желчного пузыря. Из желчного пузыря убирается, сейчас весна начинается, березовый сок. Самый простой способ устранения камней из почек и из желчного пузыря — это питье березового сока. Березовый сок по 1 стакану 2 или даже 3 раза в день, желательно натощак. Вымоет у вас и камни в почках, и камни в желчном пузыре. Далее, второй способ, корейский. Знаете, что в Корее люди не болеют совершенно заболеваниями желчного пузыря и мочекаменным заболеванием. И это очень удивляет, как белые зубы у негров, которые живут в Африке. Кстати, почему у китайцев и у негров белые зубы? Ответ заключается в рационе питания. И китайцы, и негры едят в большом
большом количестве рис. А что есть в рисе, чего нет нигде? В рисе находится кремний. Именно кремний является теми белыми зубами, которые необходимы человеку. Есть кремний, есть рис, будут всегда здоровые сосуды и будут целые зубы. И белые они тоже будут. Нет, есть картошка вместо риса, будут зубы желтые. Далее, почему все-таки в Корее не болеют желчекаменным заболеванием? Потому что в Корее очень много едят редиски, дайкон. Редиска, редька и дайкон — это вещества, сок из которых убирает желчекаменное заболевание и заболевания почек. Поэтому в Корее едят очень много красной свеклы, очень много вот этого дайкона. И если выдавливать сок из редьки, редиски, дайкона и пить этот сок по столовой ложке 2-3 раза в день, то это вылечивает и убирает камни в почках, камни в мочевом пузыре и камни в желчном пузыре, в желчных протоках. Убирает холецистит, устраняет застои желчи, великолепное средство. Введите в рацион питания обязательно это. Также, чем можно еще полечить? Берете синий изюм. Заливаете его уксусом яблочным, настаиваете его 10 дней. Каждый день съедаете 1 столовую ложку вот такого уксуса, вот такого изюма. Он такой кисловатый, глюкоза из него выходит. Глюкоза превращается в инулин. Также вот таким изюмом можно вылечить камни в почках и убрать хронический цистит и хронический энурез. Начнем с. Ай, как вкусно делают в Корее из вот этого дайкона. Они берут этот дайкон, берут его и складывают в банку, режут кусочками такими большими белыми, складывают в банку. После чего кипятят воду, в воду добавляют соевый соус по вкусу, добавляют уксус. Обычно тоже он там рисовый какой-нибудь. И добавляет приправку какую-нибудь, обычно перченую такую. И добавляет 2-3 столовые ложки на 1 литр сахара. И вот это все, оно должно быть кисло-сладким и перченым. И вот этим всем заливают банку с вот этим дайконом, закрывают капроновой крышкой, кладут куда-нибудь. Оно там 2-3 дня стоит, остыло, потом открывают, достают, обмывают под водой вот этот дайкон, кубики, и едят его. И это очень вкусно. Соли еще добавляют, но обычно соевый соус. Но лучше соли, тогда они белые такие. Очень вкусно получается. Кто был в Корее, знает, о чем я говорю. Национальное блюдо, как вот кимчи, капуста, так вот и вот такой дайкон. Кстати, хочу сказать, что моя фамилия Дуйко, она не связана с дайконом, но она связана с рекой Дуйка, которая находится во Владивостоке. В свое время Антон Павлович Чехов в своей книге, в своем, вернее, рассказе, который называется «Путешествие во Владивостоке» или «Путешествие по Владивостоку», описал некое место, которое находилось во Владивостоке. Это была река Дуйка. На одной стороне жили люди, а с другой стороны были выселенные цыгане. Их ловили по всей Руси и выселяли туда, чтобы они там жили, потому что они были ворами, гадателями, ворожками и так далее. И вот они там находились за Дуйкой. Этих цыган всех называли Дуйка. То есть это называли как ругательственное Дуйки или Дуйка. И наша фамилия нашей семьи, она действительно была фамилией Дуйка. А потом, когда приехали в Украину и бежали из этого Владивостока, то фамилию Дуйка поменяли на фамилию Дуйко. Поэтому наша фамилия, почему? На О все украинские фамилии заканчиваются. А боялись притеснений, потому что род был такой не сильно честный, потому что там кто угодно был. Так что мой род, он тоже фиг знает откуда. Но это по отцу. Там дедушка был у меня такой. У меня у отца, вот я его помню,
Он никогда не носил усы, а потом стал седым таким, красивый мужчина такой. И я как-то приехал к нему домой, и он там выпивал. И мама говорит, да что-то ты должен хоть как-то на него повлиять, потому что он бухает уже 2 месяца, надо что-то делать. Он такой вышел весь дрожащий. Я говорю, здрасте, он, о, привет, сынок. И я его не мог узнать, потому что у него сумасшедшие голубые глаза. Он седой такой, но у него обалденные были, прямо черно-монгольские усы. Вот цыганская порода. Сильно набрала вес из-за прогестерона. Йода не хватает. Йода не хватает. Поняли? Вот это всем надо. Начнем прямо сегодня. Начнем прямо сегодня принимать йод содержащие препараты с кальцием D3 или кальцием, магнием, цинком. И все будет нормально. Ну что, и начнем. Давайте сделаем 2-минутный перерыв. Я быстренько схожу в туалет и начнем. Я видела ваших родителей на вашей свадьбе. Очень красивая пара и милая. Не, отца вы не видели, это был Светин папа и моя мама. У Светиного папы его жена умерла, у моей мамы тоже мой папа умер. И на свадьбе был дедушка, это Светин папа моей тещи, отец, и моя мама была. Поэтому они не пара. Это просто... А так вообще, очень хорошие люди. Я вообще считаю, что все люди хорошие. Я своих родителей очень любил, очень люблю. И я всех люблю на самом деле. И родителей моей тещи и родню всю. Для меня, знаете, это является частью, наверное, моего мира. Мне нравится, как говорила моя мама, надо родичатись. То есть это... помогать всем родственникам. Это основа украинской жизни, основа украинского человека. Вот украинцы, они тем и отличаются, наверное, от других национальностей, что они очень-очень тепло относятся к родным. Ну, не все, но вот это в роду. Почему? Русский имеет широкую душу, будет идти домой, зарплату раздаст всем, а дети будут голодать. Украинец так не поступит никогда. Он, когда получит зарплату, можно подойти и сказать «дай», он скажет «а уже нет». Почему? Украинцы, они такие, они все прячут. Дело в том, что украинец, он спрячет, у него спросишь, почему ты прячешь и голодаешь? Он скажет, это одной дочке, это другой дочке, это маме, а это так на черный день. Почему? Это особенность украинского народа. Знаете, из-за того, что они все время были под
монгольским игам, под хазарским каганатом, под влиянием чьим-то. Вот они, такой народ, знаете, они все прячут. Они прячут, сохраняют, приумножают, могут вот очень много антиквариата в Украине, и вот передается от отца сыну, потом и вот десятилетиями, оно столетиями, представляете, приезжаешь в семьи какие-то на западную Украину, и там заходишь в дом, и там огромное количество антиквариата, и говоришь, ну а зачем оно вам, оно же тут не вписывается никак. Человек говорит, ты что, это от бабушки, а вот это еще от прапрабабушки, а вот еще вот это вот бусинки, это там от прапрабабушки, это для них было драгоценностью, и вот оно как родовое, как по роду передается, эти коралловые бусы, какие-то вышиванки, которым там по 400 лет. Это, конечно, очень мило, так трогательно. Ну, бывает. Спирулину можно пить вместо морской капусты? У нас ее нет. Зачем вам что-то придумывать? Спирулину там и так далее, морскую капусту. Найдите препарат, зайдите в аптеку и купите йод, содержащие БАДы. Их, слава богу, на сегодняшний день тысячи. Йодомарин, это там йод какой-то там еще, калий йодид. Можете купить йод, капать его на молоко, 1 капля йода на столовую ложку молока перед сном. Вообще, сколько необходимо человеку йода? Самый лучший препарат это люголь. Как люголь принимать? Препарат люголя принимается 10 капель на столовую ложку йода, 10 капель на столовую ложку молока перед самым сном. Делается это 10 дней, сделали курс такой, после этого 1 неделю сделали перерыв. 3 курса. Ну давайте все, уже хватит о йоде говорить. Итак, из-за того, что у нас вот эти все состояния, они связаны с тем, что у нас драматично, трагично погибли родственники, будем выполнять первую практику, которая называется откуп рода. Поэтому откуп рода должен успокоить человека и быть его менее раздражительным, менее вот таким адреналиновым, менее нервным и так далее. Ну и давайте это сделаем. Мы все люди, которые собрались здесь сегодня, мы все кланяемся перед нашим родом, все кланяемся перед этим очагом рода, все кланяемся перед вами, все кланяемся. Мы обещаем и принимаем то, что вы не доделали, мы сделали. Но то, что нам не по силам, мы передаем всем, кто будет нашими детьми, внуками и во весь род вперед. Пусть это будет не только нашим долгом и ответственностью, а ответственностью и их жизни, продолжая их жизнь, увеличивая жизненный ресурс, желая иметь детей, желая иметь и реализовывать возможности. Мы передаем, мы несем ответственность, но мы сполна все выполнить не можем, и мы это сделаем через свой род. Передаем. Корень в дерево, дерево в ягоды, ягоды в зерна, зерны в птиц, птицы в небо, в небе тучки, в тучках водичка, водичка в море камень, под камень ключик. Делаем так. Ура! Ура! Ура!
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Все процессы в голове, дурные мысли, нервные, опускаю вниз. Все процессы в горле, кашляние, комок, опускаю в грудь. Все процессы давления в груди и давления в сердце, опускаю в живот. Все процессы, которые в животе, кишечный метеоризм, запоры, диарея, опускаю в половые органы. Все проблемы и процессы болят, половые органы, матка, яичники, яички, предстательная железа, опускаю в ноги. По левой и правой ноге, соединяясь с плечами, опускаю к центру первой чакры. Все, что дали мне родственники, поднимаю, активирую через половые органы, реализую им, реализую в себе, в своих родственниках и в родственниках своих родственниках, в моих детях и в их детях, в детях их детей. Да будет так во всем роде на веки века. Все, что не реализовано, реализуются мои желания. Все, что не реализовано, реализуется в моих чувствах. Все, что не реализовано, реализуется в моем сознании. Все, что не реализуется в моем сознании, реализуется в виде знаний новых. Все, что не реализуется в виде знаний новых, реализуется в виде событий. Да будет так на все Божья милость. Ом махум хахри, 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 ом махум хахри. Кедза. Пусть все, что мешает, отсечется. Кедза, 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 кедза. Кедза, 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 кедза.